друзья! Привет! Сегодня у нас необычное видео. Сегодня в качестве шеф-повара выступаю я, потому что... У нас трабл-бабл. Я сломала руку, поэтому я буду давать кучу бесполезных советов и мешать Виталику готовить. Вот такое будет сегодня видео. А я постараюсь справиться. В общем, мы тут съездили в Португалию. Очень удачно. Вот вам результат. Хотели привезти вам кучу новых рецептов португальской кухни. Но это, наверное, мы тоже сделаем, когда рука зарастет. Может быть. А пока приготовим что-нибудь простенькое, с чем я могу справиться сам. Сегодня будем готовить рыбу в маринаде. Для этого нам понадобится 800 грамм рыбки. Самые обычные белые рыбки мы взяли хек. Можно брать судак, можно брать треску. И самое главное, маринад, который к этой рыбке готовится. Лук, морковка, чесночок, обязательно томатная паста, немножко лаврушки и душистого перца, лимончик, чуть-чуть сахара, соль, перец. Ну, в общем, смотрите видео до конца, все сами увидите, а я постараюсь вас удивить. И надеюсь на большое количество лайков. А я постараюсь ему помешать. Поехали? Поехали. Ну что, начинаем. Включай плитку. Горит. Есть. Наливаем масло. Все предельно просто. Тебе надо вначале обжарить слегка рыбу, предварительно посолив, поперчив и обмакнув в муке. А потом в этой же сковороде, мыть ее не будешь, сразу будешь делать маринад. Так, давай. Соли. Достаточно? Хватит. Да. Хорош. Чуть-чуть перчи. Так. Отлично. Все, давай. Это тебе не нужно, я убираю в сторону. С другой стороны не надо? Не надо. Так, обваливаем. И начинаешь обваливать. Слегка. Да, слегка Ну, обваливать. можно, кстати, это делать там в рисовой муке, в крахмале, неважно, мы взяли обычную все муку. делают по-разному. Нам чуть-чуть надо ее буквально обвалять. Да. Я выкладываю. А масло подогрелось? Да, наверное. Ну, давай, выкладывай. Оно должно шипеть. Во, шипит. Клади. Давай. Поприжарено. Все. Еще чуть-чуть и снимаем. Ах, какой аромат от рыбки-то. Самое главное, рыбу не надо очень сильно прижаривать. Ее надо прижарить слегка, потому что она еще у нас будет в духовке в маринаде запекаться. Теперь давай займемся приготовлением маринада. Начинаем с чесночка. Мелко нарезаем чесночок. Стоило мне сломать руку, чтобы понять, что ты очень хорошо режешь чеснок. Немножко добавим масла. Так. Бросаем туда чеснок. Лук режем полукольцами. Да. Выкладывать лук. Да, выкладывай лук. Мешай. О, какие пошли ароматы по кухне. Чеснок, лук. Морковку нарезаем брусочками тоненькими. Ну, вообще, можно морковку натереть на терке. Лук уже стал прозрачным. Да, лук слегка прижарился. Стал слегка золотистым. Можно к нему добавлять морковку. Еще раз перемешиваем. Все делаем на среднем огне. Надо дождаться, чтобы морковка стала мягкой. Да, именно так. Морковка мягкая, лук мягкий, все у нас овощи готовы. Делаю в серединке место
И туда загружай томатную пасту. И прямо в сковородке ее в этой дырочке прижаривай, чтобы томатная паста чуть-чуть прижарилась, а потом ты ее начал смешивать со всеми овощами. Вот, сейчас можешь смешать томатную пасту с овощами. Мешай, мешай. Ах, какой аромат пошел. Сейчас ароматов будет больше. Добавляешь 50 грамм сливочного масла. Держи. Размешивай его. Пусть оно растопится. Давай, активнее, активнее мешай, не бойся. Теперь надо выжать туда лимонный сок. Давай, давай, покажи силушку богатырскую. Добавляем чайную ложку сахара, чайную ложку Соли. пол чайной ложки перца. Наливаешь водичку. И кладешь туда лавровый лист и душистый перец. 3 листика лаврового листа и штук 5 горошин душистого перца. Все еще раз мешаем и прикрываем крышкой. Ну что, как, маринад готов? Шикарный. Какой Ароматный. Дно положи слой маринада. На дно кладешь. Не надо очень толсто, просто чтобы у тебя дно было прикрыто. Сформировалась подушечка для рыбки. Можно уже выкладывать вот прямо вот этой ложечкой. Вот так вот берешь и рыбку вот так вот кладешь. Так, кто у нас сегодня шеф-повар? Ты у нас шеф-повар. А я одной рукой могу поучаствовать. Понимаешь, у нас же игра в 3 руки. И согласись, что я это делаю красиво. Очень. Скажите, дорогие друзья, я даже одной рукой могу вот так вот ложечкой аккуратненько выкладывать рыбку, чтобы она не сломалась. Так. Вот. Чтобы она плотненько лежала. Плотненько укладываем. А теперь ты можешь взять прямо сковороду и не вот так вот выкладывать, а прямо вылить сюда. Можешь? Давай. Вот. И прямо распределяй по всей поверхности, чтобы вся твоя рыбка была маринадом. Прикрываем. Все. Упаковываем нашу рыбку в фольгу. Скажи, я тебе одной рукой тоже помогла. Очень помогла. Отправляем форму в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 20-25. Рыба под маринадом готова. Ну что, выкладывай кусочек на тарелку и будем пробовать. Ну что? Попробуй, как Пробуем получилось у меня. рыбу в маринаде, который приготовил самостоятельно, полностью, практически наш шеф-повар Виталий. Рыбка очень нежная, тает во рту. Потрясающе. Маринадик. Ставлю тебе 5 с плюсом. Маринадик получился кисло-сладкий, как и должен быть. Морковка не разварилась полностью, она чуть-чуть хрустит. Аль-денте. Морковочка аль-денте. Мне нравится. И как видите, я справился практически Молодец. сам. Так что можете повторять за мной. Более того, я тебе скажу, тебе в ближайшие 6 недель придется справляться самому. Поэтому, ну что поделать, ребята, поддержите нашего нового шеф-повара. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, ни при каких обстоятельствах не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых потрясающе вкусной едой. И ставьте как можно больше лайков. До новых встреч! Пока!